36-й. Ха-ха-ха! Что это не фейк, что ли? Это так? Ну-ка уебай нахуй. И ты такой слился и уебай. Многие сейчас бизнесмены получают гражданство Узбекистана. Это что? Как вам донести до вашей головы? Сколько говорить можно? Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Дорогие мои, я снова с вами. Сегодня опять не очень добрый день. Новости поступают тревожные очень. Есть буквально несколько хороших новостей, но обо всем по порядку. Поехали. Самая главная новость на сегодня — это переговоры в Беловежской пуще. Очередной раунд. Я думаю, еще раундов этих будет много. Динамика там слабая, наверное, вы все за этим следите, но каждый раз, когда я получаю информацию о том, что вот очередной раунд, я вижу, как много людей с замиранием сердца ждут, что вот сейчас договорятся. Давайте будем об этом молиться. Мы надеемся, что договорятся и что-то там стабилизируется или нормализируется. Самые важные экономические новости на сегодня. Их очень много. Владимир Путин подписал указ, позволяющий государству через суд взыскивать деньги с чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений на эти счета чиновников превышает официальный доход чиновника за последние 3 года, а законность получения средств не подтверждена. Генпрокуроры и подчиненные прокуроры смогут направлять запросы на выявление источников сомнительных доходов, это новация, причем и платежным агентам, и в Федеральную налоговую службу, и к операторам даже, которые занимаются цифровыми финансовыми активами, то есть биткоины и прочие вот эти вот анонимные кошельки, больше не анонимные, чтобы вы знали. Я вам сейчас расскажу одну историю. Вот только что ведущие криптобиржи, просто арестовали счета некоторых людей. То есть, может, криптокошельки-то анонимные, но информация об операциях ваших в криптокошельках, она вся на биржах. Вы же совершаете транзакции, вот и все. Вот вас там и накрыли. Поэтому, знаете, все, что организовал человек, анонимным быть не может по определению. Поэтому, если кто-то до сих пор думает, что большой брат за тобой не следит, следит. Другое дело, что большой брат раньше не пытался вас прижучить, а сейчас это будет сделано. Вот интересно, сейчас чиновники, которые не смогут доказать обоснованность получения средств, пойдут сейчас из банков снимать наличные и так далее. Я бы что рекомендовал? На самом деле я бы рекомендовал одновременно с этим объявить амнистию, чтобы сворованные деньги чиновниками, если они будут немедленно инвестированы в экономику, в создание новых рабочих мест, чтобы чиновники получили бы индульгенцию. Вот. Таким образом мы бы решили бы 2 задачи. С одной стороны, обелили бы доходы, запретили бы возможность дальше пользоваться такими схемами и получили бы инвестиции в рабочие места. Как вам эта идея? Напишите. В противном случае наши тюрьмы заполнятся огромным количеством чиновников, а деньги опять куда-то убегут в другие страны и так далее. Давайте решать уже одним ударом несколько задач сразу, да? Очень большое количество западных компаний приостанавливают деятельность в России или вообще даже уходят. Вот, например, Valio заявил о приостановке, например, Netflix будет работать только до следующего списания, American Express, Danone сообщила о приостановке инвестиционной активности в России, производство будет продолжаться, но вот новые проекты. Я вижу очень много людей, которые почему-то радуются этому все. Чего тут радоваться? Ребята, на всех этих заводах, на всех этих предприятиях работают россияне. И сейчас приостановка деятельности приведет к тому, что рабочие места будут уничтожены, люди сокращены, доходов не будет. Чему вы радуетесь? Еще надо дождаться, чтобы предприниматели из России заместили бы эти сервисы, эти производства и так далее. Это непросто. Это требует времени. Более того, компетенции нет иногда. Все. Пир во время чумы. Инфраструктурные цепочки рухаются, магазины пустеют. Вы чего? Мы, конечно, выживем. Но не надо этому радоваться, ребят, наоборот, используйте это шанс для себя, чтобы выйти в открытое море и, может быть, основать какую-то новую фирму, может быть, создать пошивочную мастерскую, может быть, еще что-то. Не надо радоваться, что у соседа что-то там отвалилось, пожалуйста. На фоне того, что массово останавливают деятельность западные компании, есть одна компания, которая не останавливает деятельность. Революционная новость на сегодняшний день. Компания Uniqlo
продолжить работать в России, несмотря на международное давление. Одежда — это жизненная необходимость, и народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы, заявил генеральный директор Тадаси Янаи. Вот, Янаи, ты мужчина, да? Янаи сказал, что ставит под сомнение тенденцию, которая заставляет компании делать политический выбор. Если кто-то знает эту компанию, напишите. Я вот первый раз слышу про эту Uniqlo. Это вот одежда, кофточки вот и так далее, джинсики. Ну, в общем, я вижу так, остается какая-то которую очень легко заменить, а вот то, что сложно заменить, оно уходит. Поэтому это меня очень раздражает и нервирует. Я напоминаю, что Япония поддержала санкции в отношении России, то есть правительство России внесло Японию в список недружественных стран, и поэтому действия вот этой компании Uniqlo действительно революционны. Посмотрим, что будет дальше. Я вам так скажу, поступает, конечно, не такие массовые, но все же сообщения, что вот президент Франции заявил, что французские игроки, которые на российском рынке, ну, не торопитесь выходить из России. В общем-то, они все понимают, что, уйдя из России, потом будет сложно вернуться. Вы все понимаете, что создание процессов, вход на какой-то рынок — это огромные затраты, и ты их всех провел, да, и ты зацепился, и сейчас тебе политики говорят: все, ну-ка уебай нахуй, и ты такой снялся и уебай. Поэтому давайте так, как минимум в ближайшие 3 месяца те бизнесмены, которые, ну, попали даже в давление, ну, выдержите вы давление 3 месяца, может быть, через 3 месяца вообще все уже рассосется. Давайте побудем в состоянии, что не будем отрубать сук, на котором сидим. Я обращаюсь ко всем сейчас предпринимателям и бизнесменам: ребята, не дергайтесь, займите ответственную импакт-позицию, вы влияете на то, как живут люди. Если вы так легко берете и прерываете социально значимые процессы и так далее, вы таким образом ведете себя немиросообразно. Я со своей стороны призываю всех бизнесменов, кто останется здесь и не уйдет сейчас в это сложное время, я буду вас продвигать, я буду поддерживать. Так, плохие новости продолжают приходить. TikTok ограничит работу в России из-за закона о фейках. Будет вообще недоступна загрузка нового контента. Старые ролики можете смотреть, только TikTok, про старые ролики — это уже не TikTok. Зрителям TikTok придется немножко подождать, поднапрячься, не знаю, поразвлекаться каким-то бывшим в употреблении контентом, поржать над тем, что уже раньше ржал, ну, в принципе, тоже прикольно. Мы же старые анекдоты рассказываем друг другу и ничего там говорим. 36-й. Мы не знаем, какие соцмедиа останутся работать в России. Вот объективно мы не знаем. Именно поэтому я создал альтернативы, на которые вас призываю прямо сейчас подписаться. В описании к этому видео все эти альтернативы есть. Это мои каналы в Телеграме, они подробно описаны в описании. Это канал на Ютубе Игорь Рыбаков Шортс. И, конечно же, я открыл на всякий случай, канал на Рутюбе. Тоже ссылка будет в описании. Подписывайтесь, будьте в актуальном состоянии, будьте рядом со мной. Птицы, напомню, летают стаей на 10 тысяч километров. Птицы летают далеко только благодаря стае. Вопрос: какую стаю ты берешь? Говностаю, где ты в болото угодишь и так далее, или стаю, которая летает высоко, далеко и безопасно? Подпишись на мои каналы. Будьте в стае, которая обеспечит вам выживаемость и процветание. Рынок нефти и газа бьет рекорды. Цены на газ в Европе превышают отметку $3000. Что, реально 3000? Да. По-моему, 2800, а не 3800. Если 3800, это… Вы знаете, что такое 3800? Это значит, это компании, которые потребляют газ, у которых существенная стоимость, там, не знаю, топлива в продукте, им надо закрываться, банкротиться и все. Что это? Это не фейк, что ли? Это так? Ребят, на самом деле вот здесь вот можно было бы сказать: вот, нефть, газ будем продавать, теперь нефть и газ, и будет все хорошо. Это очень плохая новость. Она говорит о продолжении структурных перекосов и о том, что тот ограниченный набор физической нефти там, или газа, просто он не поступает в рынки, и тот оставшийся, который поступает, он стоит теперь диких денег. Это все приводит к гигантским перекосам и влияет на нашу жизнь, на нас, на людей. Вы видите, предприятия останавливаются, рабочие места сокращаются, новые заводы не вводятся. Ребята,
Ну когда уже политики научатся договориться как-то, чтобы это не влияло на жизнь обычных людей? Блин, вот это, на самом деле, когда что-то так быстро растет, меня вселяет огромную тревогу и обеспокоенность, потому что всегда после таких вот скачков возникает что? Обвал! То есть очередной обвал ждут какие-то эти рынки. Я вообще не знаю. Рубль в ходе валютных торгов на Форекс слабее к доллару и к евро. Доллар и евро торговались на исторических максимумах, свидетельствуют данные Форекс. Значит, по данным на утро сегодняшнего дня 137 рублей. 137, ребята, и 147 по евро. То есть мы подбираемся к отметке 150. Я говорил, хотели евро, доллар по 150, пожалуйста, получите. Вот. Однако по данным Центробанка, это официальный курс, пока 105 рублей, а курс евро 115. Новость вызывает просто тревогу, потому что вот это вот рынки ушли, ребят, сейчас нет никакого рынка на самом деле. То есть акции я не могу купить, биржи закрыты. Только на небиржевом рынке, там какие-то между брокерами, где предложение очень ограничено, и то есть, то нет. С этой евро-доллар тоже ничего не понятно. Ты купил доллар, но заплатить ими ты не можешь, потому что ограничение ввел ЦБ на пересылку этих долларов. В общем, смотрите, рынков нет. Поэтому, пожалуйста, не реагируйте на эти все сообщения, да, потому что они вот во мне даже вызывают тревогу. Я представляю, какая тревога у вас. Все такие информации воспринимайте просто как вот шум. Просто гигантские взрывы каких-то там этих вулканов. Пожалуйста, не реагируйте, не бегите никуда, не продавайте, не покупайте ни квартиры, ни доллары, ничего. Не берите долги в банках сейчас. Вот сейчас из-за этой эмоциональной раскачки доллар туда-сюда, 5-10, огромное количество людей попадает в финансовые ловушки. Вот чтобы не попасть в ловушки, пройдите в описании этого канала и подпишитесь, будьте рядом со мной, получайте вовремя актуальную информацию. И мои предупреждения, что никаких покупок доллар-евро, никаких кредитов и так далее. Пожалуйста. Как вам донести до вашей головы, чтобы простые действия сейчас защитят вас от травм? Так, ребята, Авиасейлс только что дал таблицу, кто точно будет летать из России после 8 марта. Поэтому, если вы хотите куда-то полететь, посмотрите эту таблицу. Выбор невелик, но тем не менее он пока есть. В страны там, типа Венесуэлы и так далее вы можете летать. В Узбекистан пока можете летать. Кстати, про Узбекистан новости. Очень многие сейчас бизнесмены получают гражданство Узбекистана. Представляете? Это что? Мир изменился настолько, что пора, бляха-муха, принять это, черт побери, и воспользоваться вот этими измененными реальностями. Поэтому я даю в твои руки новый интерфейс доступа к твоему телу, уму и сердцу. Бери его, пользуй свое тело, ум и сердце так, как тебе выгодно. Да? И чтобы ты это мог сделать безопасно, подключись к моим каналам, своим родственникам дай. Перестань сидеть в этом ТикТоке, в этих каких-то непонятно там что каналах. Подпишись на мои каналы. Я агрессивно это говорю. Подчеркиваю. Сколько говорить можно? Так, срочная новость, которой обязательно нужно успеть воспользоваться, особенно для тех, кто за границей сейчас. Альфа-банк сообщает, мы отменили лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах, а также вернем комиссию Альфа-банка за все снятия с воскресенья 6 марта. Альфа-банк, конечно, пиарится таким ходом, но они молодцы, потому что на самом деле, ну, ребят, снимите деньги, имейте заранее, чтобы вы не попали на вот эти вот трудности. У вас, напоминаю, остается всего 2 дня у тех, кто за границей, снять деньги с карточек. Если у вас, конечно, есть деньги, вам повезло. Снимите их сейчас немедленно. Я не знаю, что мы будем делать, когда карточки перестанут работать, и кто остался за рубежом без карточек, без денег. Ну, поэтому, смотрите, ребят, если рядом с вами оказались россияне или люди, которые оказались вот без денег из-за вот этих отвалов инфраструктуры, которые сейчас происходят, помогайте, пожалуйста. Вот эта новость вызывает во мне просто приступ паники и тревоги. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал, сказал он. В такое время всем нужно объединиться и созидать ради развития и укрепления России.
ответил он, назвав уехавших сбежавшими гастролерами. Это негодный подход, это плохая, это проигрышная стратегия. Нам, наоборот, сейчас надо объединиться. И хотя вы и говорите, что надо объединиться, но не такими путями надо объединяться, не пугая людей. Пугая людей, вы только разгоняете людей, поймите. Все люди и в России, и в Украине, и в любой другой стране, большинство людей хотят просто жить. Хотят жить. Будете пугать людям, получите следующее, что все люди разбегутся и скажут вам: вы что-то там хотите, делайте сами, а мы подождем. Поэтому, пожалуйста, давайте быть бережнее друг к другу. Давайте вместе созидать новое, а не обзывать кого-то, не называть кого-то виноватым во всем, что случилось. Давайте примем то, что случилось, и от этой точки будем строить новое. Я всегда говорю, увеличивайте хорошее, приумножайте хорошее, тогда к плохому места не останется. Пугая людей, да, призывая их к ненависти, к вражде друг к другу, мы лишаем себя способности размножать хорошее и лишаем себя способности, чтобы плохое покинуло нашу жизнь. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.